канале «Шить легко». Меня зовут Светлана. Сегодня мы с вами будем делать выкройку вот таких вот брюк. Очень комфортные брюки на резинке. Я дополнила их поясом из выпада ткани. Я вообще пояс называю наш отвлекающий маневр. Если есть небольшой животик, как бы пояс длинный отвлекает внимание. Свои брюки я шила из вельвета, диагональ, микровельвет диагональ. Но точно так же эти брюки можно шить из любого материала. Костюмной ткани, тонкого джинса, даже не тонкого джинса. Можно использовать эту выкройку для пижамных брюк, для моделирования. В последующем я буду от этой выкройки моделировать другие модели брюк. Есть интересные задумки. Я приглашаю вас присоединиться ко мне в построении выкройки. Желаю всем успехов. Мерки, которые нам понадобятся для построения наших брюк. Длина нашего изделия, обхват бедер, высота бедра, высота сидения, длина до колена, ширина по низу изделия, по низу брюк. Длины все мы измеряем от веревочки, завязанной на талии, по боку. К обхвату бедер прибавка от 4 до 6 сантиметров. Я выбрала прибавку 6 сантиметров. Общий обхват бедер плюс прибавка 122 делим на 4, 35. Мы работаем я работаю с этой величиной 35. И начинаем мы, как всегда, наше построение с передней половинки наших брюк и с прямого угла. Строим прямой угол. С вершиной в точке Т. Это линия талии. От линии талии мы откладываем длину наших брюк. В моем случае это 100 сантиметров. И проводим вертикальную линию. От точки Т я откладываю высоту бедра. В моем случае это 18 сантиметров. Высота сидения 28 сантиметров. Высоту сидения мы можем как измерить, так и вычислить. Это 1/4 обхвата наших бедер минус 1 сантиметр. В моем случае это 28 сантиметров. Следующее. По линии бока, по нашей вертикали мы откладываем длину до колена. В моем случае это 55 сантиметров. И от этих всех точек мы проводим горизонтальные линии. Линия бедра, линия сидения, линия колена, линия низа наших брюк. Верхняя точка, точка Т, соответственно, ниже линия бедра, линия сидения, линия колена, линия низа. Работаем с линией сидения. По линии сидения мы откладываем 1/4 обхвата своих бедер плюс прибавка. В моем случае это 35. От точки С по линии я откладываю 30,5 сантиметров и ставлю точку С1. С1. От точки С1 восстанавливаем перпендикуляр. На пересечении ставим точку Т1, точка Б1. Находим ширину шага по передней половинке. Значение S1 деленное на 3 плюс 0,5. Это формула для нахождения ширины шага по передней половинке в этом построении. 1/4 плюс прибавка у меня 35, деленное на 3 это 10,1 плюс 0,5, 10,6. И от точки S1 я откладываю ширину шага, округляю до 10,5. И ставим точку Ш. Отрезок СШ делим пополам. В моем случае это получается 20,5 сантиметров. И через эту точку проводим вертикальную линию до пересечения с линией талии и линией низа.
пересечения обозначаем буквами B2, T2, S2, К1, Н1. Баланс по передней половинке брюк. От точки Т1 вниз я откладываю 1 см по линии ТС1 и под прямым углом вглубь чертежа еще 1 см. Вот так. И это точка Т4. Теперь из точки Т4 через точку B1 опускаем линию на пересечение с линией сидения и получаем точку S3. Точку Т4 с точкой Т соединяем лекальной кривой. Оформляем линию шага. От точки B1 к точке Ш проводим линию. От точки S3 восстанавливаем перпендикуляр к линии B1Ш. Делим его на 2. В моем случае это 3,5 сантиметра. И оформляем вогнутой линией от точки Ш через точку 3,5 в моем случае к точке B1. Опускаемся к линии низа. По линии низа ширина моих брюк 52 сантиметра. Так как я строю половинку брючины, 52 я делю на 2, у меня получается 26. 26 это полная ширина передней половинки брюк. То есть от точки N1 я откладываю, делю 26 на 2 и по 13 сантиметров я откладываю от точки N вправо и влево. Соответственно, ставим точки, называем их N2 и N3. От точки B к точке N2 проводим линию. На пересечении по линии колена ставим точку К2. Значение, которое у нас получилось, от точки К2 к точке К1 мы измеряем. В моем случае это 17 сантиметров. И отзеркаливаем в другую сторону, к линии шага. Называем точку К3. Точку Н3 и К3 соединяем прямой. Точку Ш и точку К3 тоже соединяем. Линию Ш, К3 делим на 2. Измеряем, делим на 2. Отводим перпендикуляр полсантиметра. И оформляем шаговый срез вогнутой линией. Передняя половинка брюк построена. Мы вырезаем переднюю половинку брюк и на основе построенной нами выкройки построим легко и просто заднюю половинку наших брюк. Для построения задней половинки мы, когда вырезаем нашу выкройку, я пока не опускаюсь на 1 сантиметр, я беру прямой угол. Вот так. Когда мы построим заднюю половинку, мы обязательно уберем баланс по передней половинке брюк. Построение задней половинки наших брюк на основе передней половинки. Я вырезала выкройку передней половинки своих брюк, наложила на лист бумаги. Значит,
так как у нас штанины абсолютно одинаковые по линии низа, по линии колена, передние и задние брючины, мы их обводим. Еще что очень важно, линию заутюжки или линию долевой мы тоже обязательно сразу с вами переводим. То есть, девочки, линия низа, ширина. Ширина по линии колена абсолютно одинаковая в этом крое. Линия бока абсолютно одинаковая. Наши изменения будут касаться только ширины шага и баланса по талии. Всю остальную выкройку мы обводим. Мы обводим переднюю половинку наших брюк. До колена. От линии низа по линии шва до колена. Таким образом. Когда я вырезала переднюю половинку своей брючины, я баланс по передней половинке, вот этот 1 сантиметр, я не сняла, для того, чтобы мне было проще. Вот, восстанавливаем прямой угол от линии талии. Точка Т, точка Т4. Работаем с балансом по талии. Вот наш прямой угол. Измеряем длину, которая у нас получилась по линии талии. В моем случае это 29,5 сантиметров. И 29,5 сантиметров, вот я приложила к точке Т, поднимаюсь на 3 сантиметра. Прямой угол. Это точка Т5. Т5. Точку Т5 с точкой Т соединяем прямой. Следующее, что нам нужно сделать, это найти ширину шага по задней половинке. Ширина шага по задней половинке – это ширина шага по передней половинке плюс 2,5 сантиметра. Или значение 1/4 обхвата наших бедер плюс прибавка, деленное на 3, в моем случае 35 деленное на 3, это 10,1 и плюс 2,5 сантиметра. Ширина шага задней половинки в моем случае равняется 12,6, я округляю до 12,5. От точки С 12,5 сантиметров по линии сидения. Все наши точки найдены, линии мы все перевели, не забываем все линии, включая линию сидения. Убираем переднюю половинку брюк и заканчиваем чертеж нашей задней половинки. От точки Т5 через точку Б1 опускаем линию на линию сидения. С2. Наша новая точка. Точку Б1 и точку Ш1 соединяем прямой. Опускаем перпендикуляр от точки С2 на линию Б1, Ш1. Измеряем ее, в моем случае 7,5 сантиметров. 7,5 я беру 4 сантиметра. 3,5 у меня по передней половинке было и на полсантиметра больше по задней половинке, по слонке или по линии ширины шага. И лекальной линией, вогнутой лекальной линией соединяем точки B1, точку 4 в моем случае и точку Ш1. Заканчиваем наше построение. У нас линия колена К, К1, К2. От точки К1 к точке Ш1 проводим линию.
измеряем ее, делим пополам. Но как нам еще нужно себя проверить? Так как у нас абсолютно одинаковые передняя и задняя половинка. Вот точка К3 соединяем с точкой К1. И у нас по задней половинке на пару миллиметров линия сидения опускается. И также, чтобы долго не думать, эти линии у нас должны быть абсолютно одинаковые. Мы берем и переводим с передней половинки нашу вогнутую линию на заднюю половинку. Вот так. Изменения, которые у нас по задней половинке, абсолютно незначительные. Сейчас я наведу маркером красным для того, чтобы было видно. Эта часть Ш1, К1 у нас должна обязательно быть одинаковой по линии шага, как по задней половинке, так и по передней половинке нашей брючины. Поэтому от линии сидения, там миллиметр-два, она опускается. Прогиб абсолютно одинаковый у нас по передней и задней штанинке, потому что сшиваются они вместе, и они должны быть абсолютно одинаковые. Задняя половинка наших брюк построена. Эти брюки можно сшить из любого материала, костюмной ткани. Я пошила из вельвета диагональ. В любом материале они смотрятся хорошо. За счет того, что брюки наши на кулиске, на резинке, они очень комфортно сидят на фигуре. В них можно жить. Свои брюки я выбрала длину 90 сантиметров, то есть та же самая выкройка. Просто убрала, от талии отмерила 90 сантиметров, отрезала сколько мне нужно. И все, готово. Шейте и стройте, девочки, выкройки. Стройте на себя. Я думаю, у вас все получится. Я желаю вам успеха. Всем спасибо, всем пока.